Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет обзор китайской катушки Tsurinoya Jaguar 3000. Но для начала я вам расскажу, как же я к этой катушке пришел. Все дело в том, что я был обладателем вот такой катушки, тоже от компании Tsurinoya. Это отличная китайская катушка с оптимальным соотношением цена-качество. Кстати, на моем канале на нее уже есть обзор. Кому интересно, можете ознакомиться. Катушка меня, в общем-то, всем устраивала. Я ее приобретал в первую очередь для ловли ультралайтом. В комплекте у нее есть две шпули, одна глубокая и одна низкопрофильная. Вот как раз низкопрофильная с 0,8 шнуром я использовал для ультралайта. Катушка мне очень понравилась. Это простое безотказное устройство. Несмотря на то, что это бюджет, катушка превосходно справляется со своими функциями. Но через некоторое время мне понадобилась еще одна катушка, уже на свой основной щучий спиннинг. И я решил взять такую же. И уже использовал ее как основную для ловли щуки. И тоже отловил около 3 или 4 сезонов. И она меня, в общем-то, тоже всем устраивала. И работает до сих пор отлично. Хотя я уже и топил несколько раз, но это никак не сказалось на ее работе. Но однако все течет и все меняется. И некоторые условия рыбалки изменились. И мне понадобилась катушка для береговой рыбалки, где важен дальний заброс. И я начал искать подходящие варианты. За минимум денег купить что-то достойное. Ну, а поскольку бренд Tsurinoya мной уже был испробован, я, в общем-то, был доволен. Да плюс еще подписчики мне советовали именно Jaguar от Tsurinoya как отличную катушку. Я ее приобрел и уже отработал с ней несколько месяцев. Кстати, в довольно-таки тяжелых условиях. Это была зима и ранняя весна. Сложил некоторые впечатления, с которыми готов с вами поделиться. 3, 2, 1. А вот это что-то хорошее. И это не зацеп. Ребята, это щука. И неплохая щука. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда же ты? Что творит? За глаз куда-то зацепилась. Прыгать сейчас будет. О, вот это счастье привалило. Вот, ребят, смотрите, какая щука клюнула. Отличная тут душка, как минимум. Итак, давайте перейдем для начала к техническим характеристикам. Значит, катушка поставляется с двумя шпулями. Одна низкопрофильная и одна глубокая. Ну вот, можно посмотреть, как она выглядит внешне. В общем-то, достаточно просто, в то же время и стильно. Здесь, кстати, можно посмотреть, видите, для облегчения конструкции сделаны прорези. Шпуля выполнена с перфорацией. Давайте сразу проверим на люфты. Кноп имеет небольшой продольный люфтик, но это как бы на ловлю, на работу катушки никак не влияет. Продольного люфта нет. Ручка без люфта.
Да, люфта нет на шпуле. Ну, есть небольшой продольный люфтик, но это естественно. Сам ротор стоит железобетонно. В общем, по качеству сборки к катушке вообще никаких претензий. Сборка сделана качественно. Люфтов практически нет. Шпуля, как я уже сказал, для облегчения сделана с перфорацией. Клипса на шпуле металлическая. Посмотреть. Здесь красуется рядом как раз название катушки. И написано количество подшипников. 9+1. Здесь у нас тоже краткое название катушки и передаточное число. На самой шпуле указаны характеристики. То есть вот смотрите, для нейлоновой лески можно намотать 0,185 150 метров, 0,205 120 метров. Для шнура 1,2 150 метров, 1,5 120 метров. Здесь у меня намотана шнур единичка. Давайте снимем шпулю. Кстати, фрикцион здесь по звуку работает по-другому. По сравнению с F9000 было поначалу непривычно. Вот, кстати, можно посмотреть, как шпуля выглядит внутри. Тут металл. Видно, что есть смазочка. И вот можно посмотреть, как здесь у нас выполнено. Здесь, кстати, конструкция такая же, как и в Цурино F2000. Да и внутри катушка, я думаю, очень похожа. Ну, здесь рычажок переключения работы катушки. Кстати, сама ручка, конструкция у нее немножко другая. То есть не как обычно вставляется насквозь к катушке, а наоборот накручивается на вал. Ну, это мы тоже подробнее потом сравним с F2000. Катушка достаточно плавная, имеет плавный ход, вот можете посмотреть. Но на самом деле, конечно, бывают катушки с более плавным ходом. Но вот этой плавности мне вполне достаточно. Кстати, катушка у меня тоже искупалась. Кто не видел это видео, достаточно популярное, можно посмотреть, и ссылочку прикреплю, посмеетесь. Ну а теперь давайте сравним эти две катушки. В принципе, видно, что конструкции очень похожи. Смотрите, практически один в один. И я думаю, что даже шпули должны подходить. Можем мы это сейчас проверить. Вот, кстати, можно посмотреть, да, здесь конструкция, по-моему, вообще один в один. Ну, попробуем сейчас шпулю от Ягуара поставить на F2000. Шпуля подошла, встала на свои посадочные места.
Ну, давайте, кстати, сравним конструкцию ручки. Это у нас F2000 Цуриное. Такая здесь конструкция. Вал, получается, вставляется насквозь катушки и с другой стороны закручивается. А что у нас с Ягуаром? В Ягуаре тут система другая. Здесь вот раскручивается катушка и вал получается внутри. Но также, в общем-то, катушку можно переставлять хоть на правую, хоть на левую руку. Кроме этого, видно, что кнопы разные. Здесь из какого-то прорезиненного материала сделан. Здесь как бы вроде более дорогой материал, такой металл добротный. Но вес, кстати, практически не изменился. Катушка Ягуар достаточно легкая, что очень хорошо. Друзья, ну а теперь давайте перейдем к недостаткам данной катушки. Даже я бы не сказал, что недостатком, а скорее спорным моментом. И первый спорный момент — это металлический кноп на ручке. Честно говоря, решение довольно-таки странное. С одной стороны, конечно, материал добротный, не сломается, выглядит красиво. Форма у него достаточно эргономичная. Но сам материал мне более привычен, даже какой-нибудь прорезиненный или обычная дешевая Эва, потому что больше трения и менее скользит, а этот достаточно скользкий. Кроме этого, я часто рыбачу при отрицательных температурах и зимой, но не очень приятный на ощупь металлический кноп. Он остывает достаточно быстро и холодит руку. Второй момент. Честно говоря, на моей катушке таких проблем никогда не было. Но я знаю, что жалуются, что иногда бывает, что шнур попадает под ролик лескоукладывателя. У меня, кстати, нету такого люфта здесь. Вроде как у некоторых есть. Но, честно говоря, эта проблема достаточно простая и решается очень просто. Просто раскручивается это место и подкладывается пластиковая шайба, вырезана из коробки от воблера. И все, эта проблема уходит. Это если у кого есть. Но у меня, вот я уже говорю, прям такого нет. Даже когда лед намерзал зимой, в общем-то, не попадал шнур ни в какие зазоры. А так, катушка огонь. Ну, кстати, вот можно послушать. У катушки при работе есть небольшой шум. В общем, может, это кого-то напрягает. Мне, честно говоря, вполне устраивает. Я на него не обращаю внимания. Друзья, ну что можно сказать в качестве заключения? Лично мне катушка очень понравилась. Я отработал с ней полсезона примерно, но в тяжелых условиях проявила она себя отлично. Намотка у нее хорошая, детали подогнаны отлично, люфтов нет, заброс приличный. В общем, за те небольшие деньги, которые просит Цурино, это просто огонь. Конечно, нет никакого смысла сравнивать ее, например, со Страдиком. Это бюджетная катушка, и она занимает свою нишу. Я могу рекомендовать ее к покупке, но покупателя нет. Дело, конечно же, ваше. Кому обзор понравился, можете ставить лайк. А у меня на этом все. Всем счастливо, всем пока.